вот этого. Чем ниже голос, тем приятнее слышится на... Не знаю, у меня свой голос такой ощущение, как будто вроде готов. Мне 35 лет, вроде бы я не девушка. Я не всю жизнь занимаюсь автоспортом, где-то последних 5 лет. Ну, я думаю, что мне подходит это все дело по характеру. Мне нравится, что здесь все по-настоящему. Почему автоспорт? Потому что, наверное, всегда я хотел участвовать в автоспорте. И так получилось. Мне жизнь предоставила возможность все бросить и уйти в автоспорт. Когда я находился на раздорожье и не знал, чем в жизни заниматься, жизнь меня познакомила с Димой Жаворонком, который собирался создавать школу. И я предложил тоже в этом проекте поучаствовать. Не верил, что это во что-то выльется. Сильно не верил, что это во что-то выльется. Как бы мы начали создавать школу больше как что-то такое хобби, поездить, получать кайф. Ну, а вылилось это через 3 года в то, что мы сейчас определенная команда сложилась, есть определенный набор автомобилей, там, около 20 машин с нашими автомобилями наших сокомандников, назовем это так. Есть у каждого свой план плюс план команды. Да, план команды — это во всех сериях, в которых мы участвуем, добиваться максимального результата. План у каждого свой. У меня лично участвовать в дрифте во всех его проявлениях, включая зимний, стрит-лигу и чемпионат Украины. School Insider появляется для того, чтобы люди, которым интересен автоспорт, люди, которым интересно прикоснуться к автоспорту, увидели, как все происходит за кулисами. То есть, когда вы приходите на дрифт и смотрите, как красиво ездят машинки, вы уходите и не знаете, как проходила подготовка, сколько люди положили на это времени, сколько положили средств. Мы постараемся показать, что переживает пилот, что переживает команда до мероприятия. Ну и, соответственно, само мероприятие. И на контрасте сможете увидеть, насколько есть вещи, которые непростые, но я думаю, что обывателю было бы интересно посмотреть, как команда готовится к соревнованиям. Я был чемпионом Украины по картингу, чемпионом Украины по шоссейным кольцевым гонкам. Принимал участие в 2 чемпионатах мира в картинге. Участвовал в трековых гонках, то есть единственная дисциплина, которую я не зацепил, это пока ралли. Цель на самом деле делиться своими знаниями, повысить уровень мастерства и безопасности на дорогах общего пользования. Сейчас сам до сих пор задаюсь, почему этот дрифт как тут оказался, потому что я очень сильно херил эту дисциплину. Но, честно говоря, каждый раз, когда садишься в сливу, когда видишь даже это все со стороны, ты получаешь неимоверное удовольствие. Такой ответ у меня есть на этот вопрос. Тумбочка. Вся тумбочка — это чайка с паутиной. На самом деле наша задача — это закрепить за собой не только дрифт. И как пилот, также я не собираюсь там ездить какую-то одну исключительную дисциплину. То есть планы на следующий год — это опять же проехать кольцо, попробовать себя все-таки в ралли, потому что эта дисциплина очень интересная. Позиционирую себя и стараюсь, чтобы ребятам доносить то же самое. Задача любого пилота — это не какая-то одна определенная дисциплина. Это тебе дали табурет, условно, посадили, у тебя есть кратчайшие сжатые сроки, за которые ты должен добиться максимальной эффективности этой табуретки. Естественно, мало того, что не просто поделиться, мы их будем показывать, мы будем про это все снимать, рассказывать. Цель — это результат. Результат — ехать в топе. Самоутверждение через дрифт, назовем это так. Ну, смотри, машина есть,
Вот, вроде бы скиллы есть, а результата нет. Может быть, мама, слепи мне Снежку? BMW E36. Под капотом у нас здесь 2.5, М52. Кастомный выворот, удлиненные рычаги. В принципе, нам для тренировок этого вполне хватает. Сзади у нас самый бюджетный вариант — это заварка. Ну что, мы начинаем наш с Димой соревновательный процесс. Наша задача побыстрее разогнаться, мне это уже не нравится, поставиться через контрсмещение и в максимальном угле проехать максимально быстро дугу. У нас для этого есть такая штука, как рубеж, измеритель скорости, который будет мерить нашу скорость на входе. Выиграет тот, кто быстрее и в большем угле проедет дугу. Итак, не получился у нас сравнительный тест между мной и Валерой, так как резко насыпало снега, он начинал по дождю, я по снегу. Это все перелилось на самом деле в дичайший фан, в отличную тренировку. Вот такое вот у нас на самом деле видео с приветствием, некое интро, дальше будет больше.